Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте с вами рассмотрим текущую ситуацию в середине недели, что сейчас происходит и какие расклады предполагаются до конца этой недели. На текущий момент, с точки зрения того, что происходит на фронтах, мы с вами видим, что ситуация немножко успокоилась. Я продолжаю делать ставку на то, что скорее всего ничего страшного не будет, никакой войны. Но текущая экономическая ситуация во всем мире такова, что многим странам очень нужно и очень важно такое напряжение создать для того, чтобы решить многие проблемы. У каждого они свои. Тем не менее, сейчас запрос именно на то, чтобы поддерживать определенное напряжение с периодическими разрядками. Но, тем не менее, текущий мир, он постиндустриальный, изнеженный. И, скорее всего, люди, которые сейчас живут в наше время, они ни ментально, ни стратегически не готовы к тому, чтобы устроить какую-то жуть. Во всяком случае, такое мое видение. Ну и, собственно говоря, мы с вами можем видеть по новостной ленте, что ситуация на текущий момент разряжается. Хотя здесь есть определенный риск, который связан с окончанием Олимпийских игр в Китае. Давайте перейдем к календарику, посмотрим, что сегодня произошло и какие в дальнейшем сегодня ожидаются события и информация. По Китаю вышел индекс потребительских цен. Мы с вами видим, что здесь та информация, которая выходит, она хуже прогноза. Но, казалось бы, Европа и Соединенные Штаты ждут того, что инфляция будет падать. И для них на текущий момент это благо. Для Китая это не благо, потому что в Китае очень много того, что связано с потребительским спросом, оно связано именно с инфляцией. И как раз именно в Китае текущая инфляция, она указывает на то, что в Китае не восстанавливается внутренний спрос. Точнее, он восстанавливается, но он не растет так, как это было бы нужно. Соответственно, у Китая одна из переменных уравнений – это стимуляция внутреннего спроса, чтобы меньше зависеть от поставки товаров и услуг на внешний рынок. Как мы с вами видим, это направление, оно у Китая развивается не очень успешно. Что это означает? Это означает, что Китай никак не может ни на шаг отойти от Запада, от Европы, от Соединенных Штатов, куда он поставляет значительную долю своих товаров. И поэтому они будут вынуждены договариваться. Будут грозить, будут горки, но тем не менее, я думаю, здесь ситуация, она в среднем будет вести к тому, что между странами будет постепенно выстраиваться позитивные отношения. Я думаю, что скорее всего, если мы не увидим какого-то глобального мирового обвала или провала, то в целом тренд будет позитивный, все вопросы имеющиеся и проблемы будут сниматься и с Тайванем, и с Индией и так далее, и все будет успокаиваться и приходить в норму. Но на текущий момент есть значительный риск того, что инфляция в западном мире, она перейдет не просто в большую инфляцию или галопирующую, но она сорвется в гиперинфляцию, то есть это десятки процентов. Вот если такой сценарий получит развитие, тогда все, скажем так, миролюбивые концепции развития, они сойдут на нет. И действительно мир погрузится тогда в пучину. Пока, с моей точки зрения, большая вероятность того, что удастся избежать гиперинфляционного сценария. Хотя, опять же, с точки зрения вообще в целом инфляции на текущий год и на следующий год, я думаю, что оптимистичный взгляд со стороны американского ЦБ, европейского ЦБ, да и российского ЦБ, он не оправдан, потому что инфляция будет расти. И даже столкнуться, я думаю, с тем, что начнут ставки наращивать, но при этом все равно инфляция, она никуда не денется. Во всех процессах, в соответствии с законами физики, есть определенная инерция. И эта инерция, даже после того, как вроде бы, казалось бы, сила исчезла, продолжает тело или систему двигать в определенном направлении. Вопрос заключается только в том, а исчезла ли эта сила, которая ее разгоняла. Так, друзья, далее давайте пробежимся по другим странам, по другой макроэкономической информации. В Великобритании, наоборот, инфляция растет. Ну как растет? На самом деле здесь текущее движение, оно не столь велико. Оно на самом деле в пределах погрешности. И поэтому сказать, что в Британии
полный ахтунг с инфляцией нельзя. Но если посмотреть на это с другой стороны, с исторической перспективы таких значений инфляции, то для Британии, конечно, это очень-очень много. Но зато по Соединенным Штатам вышел позитивный индекс розничных продаж. То есть вроде как с точки зрения розничных продаж Америка, она продолжает восстанавливаться. Но здесь есть определенная ловушка, которая может быть связана с тем, что произошел всплеск на фоне ожидания того, что будут увеличивать ставки. И в дальнейшем такого значения индекса его не будет. Так, далее сегодня выходят данные о сырой нефти. Это увеличит волатильность. Здесь наиболее вероятно напрашивается сценарий с движением нефти к тестированиям ближайшего максимума и, соответственно, потом откат, попытка сходить по бренту в район 92-91. И далее, что сегодня важное выходит, это публикация минуток ФРС. Ну и здесь по законам жанра, скорее всего, на публикации этих минуток мы увидим, что рынки начинают проседать. Я думаю, такой сценарий наиболее вероятен сейчас. Сейчас поясню почему. Потому что, скорее всего, это связано с фазой движения VIX, индекс волатильности, дневной таймфрейм. Сегодня по законам жанра мы по VIX должны расти. Ну и такое движение, оно приводит к тому, что рынки проседают. По S&P 500 дневной таймфрейм мы видим, что он зажат в диапазоне. Верхняя граница это 4500 и нижняя граница находится в районе 4440. Ну, сегодня, я думаю, наиболее вероятно будет тестирование вот этой нижней границы, и в случае ее пробоя мы получаем движение вниз по S&P с целью в район 4400. Ну и вот если в том случае, если развивается пробой этого значения, этого диапазона, тогда да, ситуация будет негативной, и мы увидим движение в район 4260. Вот сюда вот. Я думаю, такой сценарий пока что менее вероятен. Скорее всего, откат тестирования 4440, коротенький пробой и возврат в этот диапазон. Но вечером, я думаю, все-таки более вероятно мы увидим какое-то движение вниз. Так, друзья, далее РТС. Давайте индекс РТС посмотрим. Ну, здесь как бы все указывает на то, что, судя по дневному таймфрейму, мы вот этот уровень, который 1550, с наскоку не взяли. И здесь по закону жанра должен быть сегодня, либо завтра, либо послезавтра коррекционный откат в район 1490. Если все-таки вот этот уровень сегодня или завтра будет пробит, то мы можем увидеть достаточно энергичное движение по РТС, у которого цель будет в районе 1600-1590. Так, индекс доллара тоже дневной таймфрейм. Здесь у нас он начал вроде бы проседать, но сегодня это движение несколько источилось. И, соответственно, здесь напрашивается, ну, как минимум, коррекционный отскок в район 96,2, 96,1. Вот сюда, к этим значениям. Опять же, если все-таки сейчас пойдет противоход и пробой значения 95,8, мы можем сегодня-завтра увидеть движение, у которого цель будет находиться в районе 95,65. Вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм, спот USD Tomorrow. Ну, здесь у нас вот это вот хорошее движение, которое сформировалось на укрепление рубля, оно немножко источилось. И здесь все-таки требуется либо консолидация, либо какой-то коррекционный отскок в район 76, 38, 76 и 4. Ну, наверное, такого размашистого движения без веских причин сегодня не произойдет. И поэтому здесь будет либо консолидация вот в этом диапазоне, либо попытка движения в район 75,9, потестировать и пробить это значение. Соответственно, если все-таки ветер движется на укрепление рубля, и мы получаем пробой 74-75, то тогда на сегодня-завтра у нас цель движения рубль-доллар будет находиться в районе 74,25, 74,1. Но я думаю, что более вероятно либо консолидация в этом диапазоне, либо попытка отскока на рост доллара. Так, друзья, далее нефть, она сейчас пытается расти, дневной таймфрейм. Как раз ожидание данных по запасам. Мне вот видится сейчас в наибольшей степени, что самый вероятный сценарий это либо о текущих значениях, либо после тестирования 94-95
попытка коррекционного отката с целью движения в район 92, 91 и 8, вот куда-то сюда. Если все-таки вот сейчас это движение приведет к пробою 94,9, то мы увидим следующую цель, которая весьма вероятно будет сегодня либо завтра с утра закрыта, которая находится в районе 96,3. Но мне такой сценарий кажется менее вероятным, потому что по законам жанра мы все-таки должны куда-то вот сюда для начала откатиться, а дальше посмотрим, как вот этот откат приведет, не приведет к пробитию нижней границы. Пока что, я думаю, более вероятно вот такое движение. Сейчас небольшой рост, потом откат куда-то сюда, и здесь консолидация. Ну, сами знаете, загад не бывает богат. Посмотрим, как на практике все это разовьется. Так, друзья, далее индексы доллара. Сегодня золото. Золото. Вот сейчас пошло второе дыхание, попытка роста после того, как отбились от 1850. Соответственно, сейчас на ближайшее время речь идет о том, будет не будет пробитие 1865-1870. Если этот диапазон будет пробит, то весьма вероятно мы сегодня сходим на 1880 и даже, возможно, потестим 1894. Если в ближайшее время вот этот диапазон не будет пробит, то мы по золоту получаем коррекционный откат, у которого цель будет повторное тестирование 1850. Есть некоторая раскорреляция с индексом доллара. Здесь, потому что слишком много переменных замешано, это и ставки, это и денежная масса, инфляция, и общий страх, и неопределенность, и так далее, и тому подобное. Поэтому, с моей точки зрения, здесь сейчас может быть движение в противоходе у золота и индекса доллара. Вот. Но на текущий момент мне кажется, что надо подождать, посмотреть, пробьет, не пробьет золото вот этот диапазон. Если пробьет, то очень энергичное движение сегодня-завтра, возможно, даже на 1900. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, здесь все как бы четко, отбились, ужас отработали. Соответственно, на текущий момент 270. Если 270 не пробивается при всех коррекционных делах, то, соответственно, от текущих значениях у нас по Сберу должно быть движение на этой неделе, либо в начале следующей, цель потестить и пробить 300. Если все-таки возникает пробой 270, то тогда наиболее вероятно по Сберу мы получим возврат вот сюда к этим значениям 260. Так, друзья, далее Газпром, часовой таймфрейм. Здесь ситуация, она похожа на Сбер. Соответственно, у нас Газпром немножко подвис со всеми там волшебными потоками. Вот. И здесь на самом деле ситуация, я думаю, будет развиваться с наибольшей степенью вероятности консолидация сегодня-завтра в этом диапазоне 340-330. Если не будет сегодня-завтра пробито 330, то весьма вероятно в пятницу или в понедельник мы по Газпрому увидим попытку движения, у которой цель будет 365. Если здесь возникает пробой, то тогда Газпром по законам жанра должен откатиться и сходить на 325-320. Так, друзья, ну и далее вопрос был по Amazing, Амазону. Недельный таймфрейм, да, здесь ситуация, которая сводится к попытке слома вот этого отскока, который недавно по нему пошел с целью движения в район 3650-3670. Недельный таймфрейм. Вот. Но тем не менее, здесь сейчас на текущий момент вопрос пробития, не пробития 3000. Если 3000 не пробивается на этой неделе, то мы отсюда видим отскок, у которого первая цель движения будет 3320, и потом, возможно, он пойдет повыше. Так, но если мы на 4-часовик по Амазону перейдем, то, соответственно, здесь у нас идет попытка накопления перед последующим ростом. Но в этой попытке накопления есть определенный изъян. Тонкий лед в районе 3000, который, если пробивается, то, соответственно, по Амазону мы уходим искать новое донышко локальное. Пока что больше факторов указывает на то, что Amazon в ближайшее время будет, в ближайшие несколько дней консолидироваться в этом диапазоне. Так, друзья, ну вот, в общем-то, все, что я хотел до вас донести. Если есть какие вопросы, пишите.
чуть не сказал, звоните, но достаточно, я думаю, просто пишите, подумаем, разберемся, как это можно решить. Все, спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.